Максим Петрович был очень обеспеченным человеком, который всю свою жизнь работал, чтобы создать комфорт и достаток для своей семьи. Он жил в роскошном доме, окруженном ухоженным садом и красивыми деревьями. Однако в последнее время жизнь Максима Петровича изменилась. Он был прикован к постели из-за серьезной болезни и не мог заботиться о себе. Его дети, казалось, были заняты своими делами, и единственным человеком, кто мог помочь старику, стала сиделка по имени Виктория. Ей предложили достойную зарплату и проживание в доме Максима Петровича, и она согласилась, надеясь, что сможет помочь ему в трудный период. Однажды, когда Виктория сидела в соседней комнате и читала книгу, она услышала, как Максим Петрович зовет ее. Войдя в комнату, она увидела, что старик выглядит взволнованным. Он начал рассказывать Виктории о том, что его дети планируют избавиться от него, чтобы получить его наследство. Виктория сначала не верила в это, считая, что старик просто преувеличивает, но, глядя в его глаза, она поняла, что он искренен. Максим Петрович попросил ее никому не рассказывать об этом. В его голосе звучала тревога, и Виктория почувствовала, что должна помочь ему. С каждым днем Виктория все больше убеждалась в правоте слов Максима Петровича. Он рассказал ей, что его сыновья навещают его всего один раз в неделю, и каждый раз он замечает, как они становятся все более холодными и безразличными. В один из дней, когда Виктория готовила обед, она случайно подслушала разговор детей Максима Петровича. Они обсуждали план, как избавиться от старика, чтобы завладеть его состоянием. Виктория была в шоке от того, что услышала. Она сразу же рассказала об этом Максиму Петровичу, и они вместе решили разрабатывать план, чтобы остановить своих недоброжелательных родственников. Виктория предложила установить диктофон, чтобы записать разговоры детей. Максим Петрович согласился, и они начали готовиться к следующей встрече с сыновьями. В день, когда дети снова пришли в гости, Виктория незаметно включила диктофон и оставила его в комнате, где происходил разговор. Она старалась вести себя естественно, чтобы не вызвать подозрений. В течение следующей недели они с Максимом Петровичем ждали, когда же записи будут готовы. Когда Виктория прослушала запись, она поняла, что их план сработал. Разговоры детей были полны ненависти и расчетливости, и они прямо говорили о своих намерениях. Виктория, полная решимости, пошла в полицию и рассказала обо всем. Полиция, выслушав ее, немедленно отреагировала и отправилась в дом Максима Петровича. Полиция задержала детей и, прослушав записи их разговора, отправила их в изолятор до суда. Им грозил тюремный срок за покушение на убийство. Через 2 месяца состоялся суд, на котором были представлены все доказательства. Суд признал их виновными и приговорил к 20 годам лишения свободы. Максим Петрович был безмерно благодарен Виктории за ее храбрость и решимость. Он решил включить ее в свое наследство, понимая, что именно она спасла ему жизнь. После всех переживаний Максим Петрович и Виктория стали настоящими друзьями. Они проводили много времени вместе, обсуждая жизнь и мечтая о будущем. Виктория помогла Максиму Петровичу не только избежать опасности, но и вернуть ему веру в людей. Вместе они создали новую главу в своих жизнях, полную дружбы и поддержки, и Максим Петрович понял, что в трудные времена настоящие друзья становятся опорой и защитой. Вот такая удивительная история. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.